Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. Недавно я нашла такой красивый, интересный, необычный узор крючком, и в этом видео с удовольствием поделюсь с вами процессом его вязания. Вязать я буду из пряжи Yarn Nara Jeans в 50 граммах 160 метров, и крючок мне понадобится номер 3. Для узора необходимо набрать количество петель кратное 6, плюс 4 воздушные петли для подъема. Я наберу 22. Далее делаем 3 воздушные петли. И эти 3 воздушные петли у нас будут имитировать столбик с одним накидом. Вот отсюда, из самой последней воздушной петли в цепочке у нас выходят 3 воздушные. И, как я уже сказала, это имитация столбика с одним накидом. Далее в следующую петлю цепочки или в пятую от крючка мы провязываем столбик с одним накидом. И далее в последующие 2 также вяжем по одному столбику с одним накидом. Итого у нас получилось 4 столбика с одним накидом в начале. Далее делаем 2 воздушные петли, 2 петли в цепочке пропускаем, и в последующие 4 провязываем по одному столбику в каждую из этих 4 по столбику с накидом. Три и 4. Далее снова 2 воздушные петли, 2 петли в цепочке пропускаем, и в последующие 4 в каждую из петель провязываем по одному столбику с одним накидом. И так чередуем до конца ряда. Ряд закончим столбиками с накидом. И последний столбик 4. Закончили вязание первого ряда. Далее мы будем вязать полотно не совсем привычным способом. Высвобождаем крючок из последней петли и вытягиваем ее подлиннее. Далее опускаем рабочей петлей полотно вниз и будем работать с цепочкой воздушных петель с обратной стороны другим цветом. Набрасываем рабочую нить на палец, проходим в первую воздушную петлю цепочки, да, или в основание последнего столбика, вот сюда, и здесь провязываем 5 воздушных петель. Из этих 5 воздушных петель у нас первые 3 это имитация столбика с накидом, а последующие 2 это воздушные петли, да, горизонтальные. Далее делаем накид и проходим в арку из пропущенных 2 воздушных петель, и сюда мы провязываем комбинацию, состоящую из столбика с одним накидом, 2 воздушных петель и столбик с одним накидом. Вот так. Дальше у нас идут 4 столбика с накидом. Мы делаем 2 воздушные петли для того, чтобы перейти к следующей арке. И сюда мы тоже провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные, столбик с одним накидом. Две воздушные для перехода к следующей арке. И повторяем комбинацию столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. И для того, чтобы закончить ряд, мы делаем 2 воздушные петли и провязываем последний столбик с накидом в самую последнюю точку основания вот этого столбика, который у нас был в начале ряда. Вот сюда. И провязываем столбик с одним накидом. Вот так у нас выглядит второй ряд. Переходим к вязанию третьего ряда. И начиная с этого ряда, когда у нас уже образовался второй, мы будем чередовать вязание первого ряда одним цветом, да, и второго ряда другим цветом. Первый ряд белый, и все последующие нечетные ряды белые у нас будут изнаночные. Розовый второй ряд и все последующие четные ряды у нас будут лицевыми рядами. И далее мы переходим на вязание белым цветом. Рабочая петля
при вязании ряда у нас всегда расположена справа. Мы складываем, да, таким образом, не переворачивая после провязывания второго ряда, складываем вместе вот так вот ряды наши лицевыми сторонами друг к другу и возвращаемся к вязанию белого цвета, набрасываем петлю на крючок, и все белые нечетные ряды у нас состоят из чередования комбинации 4 столбика с накидом, 2 воздушные, 4 столбика с накидом, 2 воздушные, и будем провязывать следующим образом. Мы должны соединить вот эти арки вместе, провязав сюда 4 столбика с накидом. Вначале мы зафиксируем ряды, да, и соединим их, находим третью воздушную петлю розового цвета, заводим сюда крючок и провязываем через петли на крючке. Это будет первая воздушная петля. Далее делаем еще 4. Итого у нас получилось 5 воздушных петель. 3 это имитация столбика с накидом, 2 это цепочка воздушных петель. Далее мы просто под арку из 2 воздушных петель белого цвета, да, и вот у нас здесь рядышком розовая арка, провязываем сюда 4 столбика с накидом. Далее 2 воздушные для перехода к следующей арке, и в следующую арку провязываем 4 столбика с накидом. Две воздушные. Две воздушные, и заканчиваем ряд одним столбиком с одним накидом, да, так как у нас и начинался ряд, и провязываем его в самый последний столбик, или тот, который у нас был сымитирован в прошлом ряду, да, в вершинку этого столбика, и также цепляем верхнюю горизонтальную последнего столбика розового цвета. При этом придерживаем вот эту рабочую петлю розового цвета и проходим в вершину последнего столбика. Достаем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Вытянули рабочую нить, провязали изнаночный ряд, третий. Вот так у нас уже выглядит изнанка, и вот так лицевая. И переходим к вязанию четвертого лицевого ряда. Лицевые ряды у нас будут вязаться следующим образом. Мы всегда будем там, где вот арка белого цвета, и вот здесь видим цепочка воздушных петель розового цвета, мы всегда будем сюда провязывать столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Далее, там, где у нас 4 столбика с накидом, мы будем здесь делать 2 воздушные и переходить под следующую цепочку розового цвета и провязывать сюда столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. И так чередовать до конца ряда. Начало рядов у нас будет меняться и чередоваться. Ну, я думаю, что пару раз провяжете и точно поймете принцип. И мы видим, что у нас начало ряда с цепочки начинается. И вот в эту цепочку мы провяжем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Для этого мы в начале ряда провяжем 5 воздушных петель, которые имитируют 1 столбик, и 2 воздушные петли. Вот 3 воздушные — это столбик с накидом имитация, и 2 воздушные петли — это цепочка воздушных петель, да, которая арку образует. И вот сюда, в эту розовую цепочку, мы провязываем столбик с накидом. Вот провязали такой первый элемент. Далее, там, где у нас 4 столбика с накидом, мы всегда вяжем 2 воздушные петли и переходим к следующей цепочке воздушных петель розового цвета и сюда провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Дальше делаем 2 воздушные петли, потому что 4 столбика у нас, и переходим к следующей цепочке. Провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные для перехода к следующей цепочке. И заканчиваем ряд, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Так как ряд начинался, так он и заканчивается.
Вот так. Закончили вязание 4-го лицевого ряда и переходим на вязание 5-го изнаночного ряда. Находим нашу белую петлю рабочую. Петля у нас находится справа, в этом ряду мы не будем переворачивать полотно никак. И опуская розовый цвет, проходим в белую петлю и делаем здесь 3 воздушные петли для подъема. 3 воздушные будут имитировать столбик с одним накидом. Далее соединяем полотно и теперь в арке из воздушных петель розового и белого цвета провязываем по 4 столбика с одним накидом, между элементами 2 воздушные петли, параллельно соединяем полотно. Первый столбик провязали, проходим вот сюда в арку и провязываем еще 3 столбика. Две воздушные петли, переходим к следующей арке, 4 столбика с накидом. Две воздушные и так чередуем до конца ряда. 2 воздушные, 4 столбика с накидом под арку из воздушных петель, соединяю оба полотна. И подхожу к последней арке и здесь заканчиваю ряд так, как и начинала. 3 столбика с накидом под арку и 1 столбик в основании столбика предыдущего ряда белого цвета. Провязываем, соединяем оба полотна, 3 столбика с накидом. Розовый цвет не трогаем и вяжем последний столбик. Вот у нас было 3 воздушные петли, которые имитировали столбик с накидом в прошлом ряду, и мы вот в 3-ю воздушную петлю проходим и провязываем сюда последний столбик с одним накидом в этом ряду. Закончили вязание 5-го ряда изнаночного. Далее переходим на вязание 6-го лицевого ряда розовым цветом. И вот наша рабочая петля, она у нас слева. Переворачиваем полотно так, чтобы петля оказалась справа. Вводим крючок в петлю. И работаем по розовому цвету. Если ряд начинается 4 столбиками с накидом, мы всегда будем делать в начале розового ряда 3 воздушные петли, которые имитируют столбик с накидом, да, это будет такой крайний столбик. Далее идут 2 воздушные петли. И далее мы переходим уже к этой цепочке, в которую мы провяжем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. То есть из 5 воздушных петель у нас состоит начало ряда, формируя вот такой элемент. И провязываем здесь, как обычно в лицевых рядах, по цепочке столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Далее 4 столбика, делаем здесь 2 воздушные. Переходим к цепочке, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Две воздушные. Переходим к цепочке, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. И заканчиваем ряд так же, как и начинали. То есть нам нужно провязать там, где 4 столбика с накидом, 2 воздушные и половинку нашего вот этого элемента, то есть 1 столбик. И провязываем его в вершинку предыдущих столбиков подъема, да, или в 3-ю воздушную петлю розового цвета и заканчиваем вот столбиком с накидом. Все, провязали 6-й ряд лицевой. Далее переходим на вязание 7-го ряда, и начиная с 7-го ряда здесь уже будет немножко другое присоединение, да, вот этих рядов в начале и в конце ряда. То есть смотрите, уже вот в 7-м ряду мы не будем здесь соединяться в начале с лицевым рядом. Так, переворачиваем наше полотно так, чтобы у нас с правой стороны была рабочая петля текущего ряда 7-го.
И в третьем ряду вот мы там соединялись с розовым цветом, здесь мы уже этого делать не будем. Делаем просто 3 воздушные петли, как имитацию столбика. Да, видим, что у нас здесь 4 столбика было в прошлом белом ряду. Соответственно, нам нужно перейти к этой арке. Мы делаем кромочный, как будто бы столбик. Делаем 2 воздушные петли, которые всегда провязываются над 4 столбиками предыдущего ряда. И соединяем под арки вот эти 2 полотна столбиками с накидом, провязывая сюда 4 столбика. Дальше над 4 столбиками предыдущего ряда 2 воздушные и соединяем 2 полотна 4 столбиками, провязывая в арку 2 цветов. 2 воздушные и так вяжем до конца, встретимся в конце. И заканчиваем ряд так, как начинали. Начинали мы столбиком с накидом и 2 воздушными. Соответственно, делаем 2 воздушные над 4 столбиками и в конце провязываем столбик. Здесь мы уже розовый цвет не трогаем, да, так как делали в третьем ряду. И присоединяемся в вершину сымитированного столбика в предыдущем изнаночном ряду. То есть 3 воздушные петли у нас имитировали столбик, и мы в вершинку в третью воздушную петлю провязываем столбик с 1 накидом. Все, завершили вязание 7 ряда. Переходим на вязание 8 ряда лицевого. Вот наша рабочая петля. Мы переворачиваем полотно таким образом, чтобы с правой стороны была рабочая петля. И идем, работаем по розовому цвету. Дальнейшие ряды, чередуя их через 1, да, лицевой, мы будем присоединять, мы будем начинать вот так. То есть мы в воздушные петли белого цвета вставляем крючок, захватываем рабочую нить, протягиваем сквозь петлю на крючке розового цвета. И это наша первая воздушная петля. Дальше вот у нас мы видим, что здесь арка, здесь цепочка, куда мы должны провязать наш элемент, состоящий из столбика с накидом, 2 воздушных и столбика с накидом. Вот здесь с краю имитируем столбик, провязывая 3 воздушные петли. Первая у нас уже была провязана, да, соединением, 2 это столбик с накидом, дальше 2 воздушные, итого 5 воздушных петель, это начало ряда 8, и вот сюда под эту цепочку провязываем столбик с 1 накидом. Дальше 2 воздушные, переходим в следующую цепочку, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные в цепочку, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. 2 воздушные и заканчиваем ряд так, как начинали, столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с накидом, который будет параллельно присоединять вот этот край розового ряда к белому ряду. То есть провязываем под цепочку столбик с накидом, делаем 2 воздушные. И далее, смотрите, у нас здесь рабочая петля выходила из основания столбика, соответственно, мы здесь должны это сымитировать. И делаем таким образом. Вот у нас предыдущий розовый ряд, да, здесь начинался с 3 воздушных петель, если вот так вот развернуть, вот это видно, 1, 2, 3. И вот мы в 3-ю воздушную петлю начинаем наш столбик, делаем накид, проходим в 3-й столбик. А здесь мы вот в эти воздушные петельки или в основание белого цвета вот сюда, вот так, мы проводим крючок, захватываем рабочую нить, проводим через эти 2 столбика и уже провязываем столбик с накидом. 8 ряд провязали. Далее, пожалуйста, вяжите ряды на необходимую высоту, чередуя изнаночные и лицевые ряды. Лицевые ряды у нас всегда вяжутся за предыдущий лицевой ряд. Изнаночные ряды у нас всегда вяжутся, соединяя полотно
под арки из воздушных петель. Как начинать и заканчивать ряд, ориентируйтесь, пожалуйста, по узору. Я оставила тайминг для удобства перемещения по видео. Вы можете перемещаться от одного ряда к другому для того, чтобы его повторять по аналогии. Также вот у меня связан образец побольше. И смотрите, последний ряд, когда вы будете уже заканчивать набор высоты вашей детали, вы просто провяжете изнаночный ряд столбиками без накида. И у меня на этом все. Большое вам спасибо за внимание и просмотр. Я надеюсь, что узор вам понравился и вы поняли, как его вязать. Пишите в комментариях, чтобы вы связали с применением такого узора. Будет очень интересно почитать. Смотрите другие мои видео и до новых встреч. Пока-пока.